Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, и сегодня я с большим трудом добрался до землянки моего друга Евгения с канала Лесной Кот 63. Пришла зима, а печки у Евгения до сих пор еще нету. И в середине октября у Женька по работе возникли определенные обстоятельства. В итоге он, короче говоря, до середины декабря не сможет здесь появиться. Ну, а представляете, зимой в декабре прийти сюда и складывать печь, когда уже будут морозы, там, минус 20, может быть, даже и 30. Это, конечно, совсем все плохо и совсем беда. Ну, а сегодня погода еще относительно теплая, минус 2 градуса. И, кстати говоря, у нас выпал первый снег. Как вы видите, он даже уже лежит. По договоренности с Евгением я решил оказать ему помощь и сложить печь. Ну, а что из этого получится, кто его знает. Вообще, за основу я взял свою печку из землянки у ручья. То есть максимально простая, с минимальным использованием кирпичей. Кирпич мы сюда завезли еще, по-моему, числа 5 октября. Ну, короче говоря, перед отъездом Женька по работе. В любом случае, я думаю, тем, кто первый раз хочет сложить у себя печь на даче, там, в бане, в деревне, не знаю, где-либо в своем доме, да, будет интересно это посмотреть, так как я новичок, точно такой же, как и большинство из вас. Ну, как новичок, это у меня третья печь будет, если я ее сложу сегодня. В общем, садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра и давайте уже зайдем внутрь. Соскучился по землянкам, думаю, вы тоже. Погнали! Щелей много. Хорошо, что я взял сегодня с собой джут. В первую очередь нужно, наверное, снять одно из окон здесь, которые имеются, да, и туда вывести свою печь-пошехонку. Заделать все щели, ну, естественно, предварительно затопив печку. Щели джутом пробью, и уже после этого начинать можно будет заниматься печкой.
Ну, как-то так, я думаю, пойдет. И землянку уже никуда я не спалю. Все, затапливаю печурку и пробиваю джутом все щели. Щелей, конечно, много.
Тепло становится. И это радует. Значит, сегодня будет комфортно здесь работать. Вход я завесил, и если мне надо будет выходить, то есть я буду просто убирать плащ-палатку в сторону. Самое главное, что тепло стало, да. Ну, естественно, конечно, тут большие щели в окнах, их уже никак не заделаешь, просто надо делать по-нормальному окна. Я причем помню этот момент, когда Женька окна ставил. Это оргстекло у меня, по-моему, в гараже валялось. Я ему его отдал. Он еще ножом его здесь резал горящим. Прикольно, кстати, придумал. Потому что что-то сразу не сообразили, как его вообще разрезать. В таких условиях, без наличия какого-то инструмента специального. Вот горящим ножом прям он его нагревал и лезвием резал. Ну и, конечно, надо какую-то раму сделать будет потом в дальнейшем. Но в первую очередь, повторюсь, самое главное — это наличие печки в доме. Вы сейчас там как раз, ну, камера стоит там как раз, где печка должна быть. Вот. И сейчас я ей займусь. Так, ну что, начинаю выкладывать печь.
Я здесь. Не очень удобное помещение все-таки здесь для съемок, да, именно того, как я буду складывать печь. Короче говоря, сколотил такую коробку. Да, она, конечно, кривая, косая, но это не важно по большому счету. То есть дело в том, что сюда сейчас я засыплю песок, и уже впоследствии этот песок немножко утрамбуется и выложится первый ряд кирпичей здесь. Первый ряд кирпичей, который и послужит, и будет вообще фундаментом самой печки. Я уже размеры примерил, то есть получается раз, два, здесь половинка, ну целый, но по ребром, да, то есть боком. Здесь боком, короче говоря, получается в первом ряду будет 11 кирпичей. Кирпич я использую печной, потому что я не знаю почему, но те, кто ролики смотрит, постоянно ни хрена меня не слушают. То есть это печной кирпич. По-моему, марка М200, что ли, или П200, ну, точно не знаю, не помню, но это печной кирпич. Раствор, который я буду использовать при укладке кирпича, шамотная глина, выдерживает там до что-то 1000 градусов, что ли. Ну, короче говоря, это не цемент. То есть, я не знаю, слушайте, пожалуйста, меня внимательно, потому что вот эти вот комментарии реально какие-то порой глупые. Почему ты взял красный кирпич и положил его на цементный раствор? Ну, потому что я так не делал. Вот, засыпаю песком, это будет песчаная подушка, и выкладываю первый ряд кирпичей. Погнали. Вот, собственно, и все, платформа готова. Можно было бы вот песок утрамбовать, пролить водой, конечно, ну, заранее. Но тут под нагрузкой печки все само встанет на свои места. Ну, а порядовка, собственно говоря, вот такая вот у меня. То есть, блин, засвечено. Да нет, нормально. То есть, первый ряд из 11 кирпичей — это фундамент. Все, мы его сделали. Второй ряд, он уже будет у нас зольником, скажем так, да, то есть здесь будет располагаться колосниковая решетка и зольник. Ну вот и сразу по контуру, по периметру начинаем выкладывать. Здесь идут цельные кирпичи, цельные тоже, да, а вот эти вот, они идут 3/4, чтобы сюда можно было закрывать кирпичом поддувало. Я не покупал вот эту вот поддувальную дверцу. Ну, я считаю, это нерационально в землянке покупать еще и поддувальную дверцу. То есть я купил колосниковую решетку, дверь, саму печную, и это уже как бы вышло там, ну, плюс кирпич тоже привозил я еще в прицепе своем. То есть это такой мой презент Евгению, его землянке за, ну, как бы, блин, Женек мне очень часто помогал, часто выручал, и, соответственно, это такой вот скромный подарок от меня. Это печка. Если кому-то интересно, я расклады целые, ну, полные, да, по всей стоимости этой печки выложу потом, ну, например, в телеграм-канале, если интересно, да. То есть я посчитаю, сколько все вышло, если вдруг это кому-то нужно и важно. Ну, а дальше уже все по накатанной, по наитию. Дальше уже сложностей никаких не будет. То есть первый ряд готов, и нам остается еще выложить с вами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов. Все. Ну, как бы, в принципе, не так сложно.
Наверное, это будет самая рекордная моя печь, которую я сложу буквально за пару часов. Потому что уже есть придовка, уже есть понимание, как ее складывать, как собирать. И даже не стоит заморачиваться. Ну и плюс ко всему, здесь у меня сегодня мастерок. Я до этого все время работал скребком обычным. Но сегодня все по-взрослому, как говорится. Тем более надо понимать, что это земляночная печь. И прямо особо заморачиваться с ней не стоит. Кабан очень атмосферно. Даже немножко завидую. Дело в том, что у меня на печках такой дверцы не было. Причем брал самую простую в ценовом сегменте и самую маленькую по размеру, ну не самую маленькую, а вторую по размерам, исходя из размеров печки. Ну, мне она прям нравится. Смотрите, даже эти бивни у кабана прямо можно потрогать руками. Ну и будет смотреться, наверное, просто шикардосно. Да, просто вот так вот. Круто. По-хорошему, конечно же, нужно делать пазы под нее. Но так как это не дачная печь, а все-таки земляночная, никаких пазов в кирпичах я делать не буду, а кладу просто на негорючий материал, на базальтовую вот эту вот вату огнеупорную. Потом, если, дай бог, у меня останется еще раствор, то я сегодня же здесь, здесь уже обмажу, и дымить нигде не будет. Ну а здесь я сейчас просто вывожу печь, не печь, а трубу чуть повыше, извиняюсь, и потом уже устанавливаю печную трубу. И на этом, собственно говоря, все. Немножко она подсохнет, я пока пойду заготовлю дров, после чего мы с вами ее сегодня же и затопим.
Ну, потому что мне нужно же еще как-то здесь и спать, правильно? То есть с пошехонкой, с этой печкой я не смогу никак здесь разместиться, ну, потому что она на кровати стоит. Ну, либо сюда в это окно могу вынести, конечно, но я смысла не вижу. Я думаю, надо затопить кирпичную печь. Заодно мы ее сразу и проверим на мне, чтобы Евгений, когда он сюда придет, уже был в безопасности, ну, скажем так, был уже готов к тому, что печь работает и никаких эксцессов не будет. В общем, как-то так. Печка готова. Открывается и не закрывается. Что такое-то? И закрывается. Все, понял. Вот. О, ну чё, кабан, давай, покажи нам сегодня, на что ты способен. Может, думаю, здесь вот все замазать уж, раз уж там начал. Хотел все кирпичное оставить, прям, ну, вот этот красного цвета, но не получилось. Рука прям сама взяла и давай начала замазывать. Ну, а что, тогда уж до конца раствор сейчас израсходую. И на лицевую часть тоже. По дымоходу, конечно, косячный выход трубы, и его надо дорабатывать. Как-то вот этот проход лучше надо сделать. Я не знаю как, это уже пусть Женька думает. От меня все, что зависело, ну, что я хотел ему сделать, чтобы ему было приятно, да, я сделал. Дальше он уже сам будет дорабатывать. Конечно, я бы печь, например, подштукатурил бы потом еще раз. Мне они нравятся штукатуренные. И как бы я сначала сказал, что оставлю из красного кирпича, а в итоге рука как пошла у меня, и я не знаю, просто уже по привычке. Считай, в первой землянке была штукатуренная печь, у ручья тоже штукатуренная, ну, и здесь тоже уже по запарке. Ну, опять же, она штукатуренная, да, она, конечно, трескаться будет, ну, чаще, но зато у нее внешний вид такой, более цельный, что ли, как бы сказать. Ну и меньше вероятность того, что дымить она будет. Ну, это на мой взгляд.
Ладно, отдыхаю и пойду дрова пилить. Градусника нет, термометра, но градусов, наверное, сейчас 20 здесь точно есть, может даже и побольше. Да, это, конечно, очень классно, что я взял с собой аккумуляторную пилу, но вот зарядить я ее забыл. В итоге, короче, я отпилил вот эти два бревна, и она сдохла. Ну ладно, что. Хорошо, что ручная с собой есть.
такое вот импровизированное поддувало, как и во всех моих предыдущих строениях, где я делал кирпичные печи. То есть просто пол кирпича бью, и потом вот можно закрыть. Ну, там небольшая тяга все равно есть, приток кислорода. Можно открыть, можно вообще убрать. Ну, тогда печь начинает по-дурному разгораться. Единственное, я, конечно, хозяину этого дома посоветовал бы трубу нарастить. Мне кажется, что если будет ветер, не самый, так сказать, удачный, да, ну, ненужного направления, то может сюда задувать. У меня пока здесь дыма вообще никакого нет. То есть все работает как положено. Кабанчик, конечно, отмыть не мешало бы. Красивый такой кабанчик. Но, зараза, весь всего я его испачкал. Ну, а печь, видите, просыхает потихоньку. И сейчас она побелеет. То есть такой светлый цвет станет. Ужин холостяка, стейки говядины, помидоры, огурец и лаваш. Все. Соль, немного специй. Поэтому присоединяйтесь и бегите к холодильнику, тоже что-нибудь вкусненькое приготовьте себе и вместе поедим. Ну и сейчас затестируем печку, как вообще на ней жарить мясо. Обалденно. Великолепный ужин у меня сегодня. Надеюсь, что вы едите не хуже, а, наверное, даже еще лучше. У вас сейчас полный стол. Салаты, мясо, картошка, напитки различные. И вы мне не завидуете. Ой. Ну, хотя, конечно, атмосфера у меня явно очень хорошая. Горит печурка, топится. Великолепно.